Друзья, конечно же, можно наслаждаться по полной программе местом, где мы остановились, уединению с природой. Но мы здесь еще и для того, чтобы исследовать местность и попробовать что-то уникальное. И сегодня мы прокатимся на велосипедах по городской стене 16 века. И не только. Все легально. Мы захватили с собой велосипеды и направляемся по этой сказочно красивой дороге в уникальный небольшой город Тосканы, расположенный примерно в 20 километрах от побережья – город Лука. Обычно туристов возят во Флоренцию, которая находится в 90 километрах от Луки, или в соседнюю Пизу, расположенную в 20 километрах. Но те, кому однажды удалось здесь побывать, определенно скажут – сюда стоит ехать. Все основные достопримечательности Луки находятся в старом городе, так что мы направляемся именно туда. Въезжаем через ворота внушительной городской стены и сразу попадаем в исторический центр города с его мощеными улочками. Безусловно, можно и пешком гулять по этому городу, но если вы любители велосипедных прогулок, не упускайте возможности покататься. Имейте в виду, не в каждом городе можно это осуществить. Кроме того, здесь даже предлагают в аренду велосипеды 4 евро в час или 20 евро за целый день. Знаете, что мне особенно нравится? В Луке совершенно невозможно потеряться. Катайтесь на велосипедах, просто гуляйте по улочкам, наслаждайтесь временем и забудьте про карту. Сказать, какая главная фишка этого города. Ты едешь по этим узеньким улочкам, и вдруг, та-да, свет, уютная красивая площадь и восхитительная архитектура. Кстати, это базилика Святого Фридиана, строительство которой длилось с 1112 по 1147 годы. Вообще, исторический центр города с его многочисленными башнями и древними церквями прекрасно сохранил свой средневековый характер. Конечно же, в городе есть и красивые дома эпохи Возрождения. Все это придает особенный шарм. Очень часто слышу, когда речь идет об отдыхе с детьми, что нет смысла отдыхать в Италии с малышами. Все равно ничего не поймут. Ну как же так? А привить любовь к прекрасному, да даже просто к мысли о том, что нужно бережно относиться ко всему, что нас окружает. Да и к тому же самим родителям отдохнуть и насладиться всей этой красотой. Это же настоящий музей под открытым небом. Здесь каждый уголок заслуживает восхищения, своего вау. Мы подъехали к церкви Сант-Мишель, строительство которой датируется XII веком. Все эти маленькие детали можно рассматривать бесконечно. А вот и страница, где можно это сделать, даже находясь дома. Ссылка в описании под этим видео. А еще в Луке находится одна из самых впечатляющих, полностью сохранившихся городских стен Средневековья в Европе. И, как и обещала, мы едем кататься по ней на велосипедах. Только представьте себе, стена, построенная в 16 веке, шириной около 30 метров и высотой больше 10, в некоторых местах достигает 12 метров, протяженностью около 4 километров, полностью окружает старый город. Между прочим, 16 веком не ограничивается история этого места. В древние времена здесь также была стена, защищающая город от нападений врагов. Смотрите, что я нашла. На этих кадрах можно увидеть, как изменялась стена со временем. Ссылка в описании под этим видео. В каком бы направлении бы ни поехал, в какую сторону бы ни взглянул, везде есть что-то интересное, завораживающее. Отсюда открывается и вид на кафедральный собор Святого Мартина, заложенного еще в VI веке. Именно у входа в этот кафедральный собор на одном из столбов выбит лабиринт и латинская надпись. Тот самый лабиринт, откуда никому, проникшему внутрь, не выйти, кроме Тесея, благодаря нити Ариадны. Под этим видео я оставлю ссылку и на официальный сайт собора.
Если для кого-то эта поездка по средневековой стене покажется очень короткой, то советую съехать вниз и проехать вдоль городских стен уже по аллее. Уверяю вас, в любом случае наступит момент, когда вы проголодаетесь. И здесь 1000 вариантов. Мороженое, кафе, рестораны. И вот вам мой совет. Не поленитесь и направляйтесь в самый центр, на одну из многочисленных площадей. Это может быть и площадь Пьяцца Наполеона. Она названа так не в честь самого Наполеона Бонапарта, а в честь его сестры. Может быть и Пьяцца Сан-Фридиано или Пьяцца Сан-Мишель. А можно и вот сюда, Пьяцца дель Амфитеатро. И здесь вы погружаетесь в мир наслаждения итальянской кухни и возможностью созерцать все эти милые домики. А можно включить воображение и представить себе, что на этом месте в 1-2 веке гладиаторы боролись за превосходство перед восторженной толпой, так как именно здесь первоначально находился римский амфитеатр, вмещающий около 20 000 зрителей. Сегодня на эту оживленную площадь ведут 4 арки, и только одна из них, самая широкая и самая низкая, считается единственно древнеримской. И еще один захватывающий момент. Если провести линии от каждого входа, то в самом центре площади, как раз на пересечении этих линий, выгравирован крест. Я осознанно не буду показывать, где именно это место на площади, чтобы желающие сами попытались его найти.